Здравствуйте, дорогие друзья! Работаем для вас в прямом эфире в студии Михаил Скворцов. И мы прямо сейчас перейдем к новостям из спорта. Будем говорить с вами о самом интересном и самом последнем. Итак, ну что ж, переходим сразу же к первой новости. Напомню же, что в студии находится Михаил. Итак, Канте подписал 5-летний контракт с Челси. Челси объявил о пополнении в рядах клуба. Официально состоялся переход в стан лондонца французского хавбека Лестера N'Гола Канте. Сообщает, что контракт рассчитан на 5 следующих сезонов. Я так счастлив, что подписал соглашение с одним из крупнейших клубов в Европе. Это было моей мечтой футболист Антонио Канте. Гений отработки, которого нельзя отказаться. Вступлением в встречи с ним и моим новым одноклубником. Надеюсь, что вместе мы добьемся больших успехов. В прошлом сезоне апреля Канте провел за клуб 37 матчей, забил 1 гол и раздал 4 ассиста. Вместе с Лестером игрок продал победу в английском чемпионате. Небольшая техническая проблема сейчас, но ничего страшного. Все будет в порядке. Просто небольшая проблема у нас с нашей камерой. Ничего страшного, мы надеемся наладим все до нашего выпуска. Ну, мы надеемся, мы сейчас все наладим. Пока что вы можете видеть белый фон. Итак, ну что ж, все наладилось. Не волнуйтесь, все в порядке в эфире. Мы продолжаем. Итак, ну что ж, продолжаем говорить. Игрок Барселоны прибыл в Казань на переговоры с Рубином. Полузащитник Алексо, права на которого принадлежат Барселоне, прибыл в Казань на переговоры с руководством Рубина. Камерунец выложил фото города в одной из соцсетей. В данный момент Рубин находится на сборах в Австрии. Предыдущие 2 сезона Сонг провел в аренде Вест Хэм. Его контракт с Барси истекает летом 2017 года. Енисей Тихонова не позволил «Динамо» победить. Московская «Динамо» сыграла ничью в матче второго тура первенства ФНЛ против красноярского Енисея под руководством Андрея Тихонова. Команды не могли поразить ворота друг друга на глазах красноярской публики. После этой встречи бело-голубые имеют 4 очка. Хозяева же набрали первое очко в сезоне. Первенство ФНЛ, второй тур. Енисей Красноярск, Динамо Москва, счет 0-0. Матч Спартака перенесен в другую страну 17 июля. Спартак сыграет первый контрольный матч на втором зарубежном сборе Young Boys. Игра состоится на поле стадиона швейцарского Абвиля, а не в австрийском Брегенце. Как планировалось заранее, власти города дали разрешение на проведение встречи. Начало матча в 18:00 по московскому времени. Сергей Симак, отношусь к слухам, у меня новый контракт с «Зенитом». Ассистент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Сергей Симак рассказал о деталях нового контракта с клубом.
После чемпионата Европы вы вернулись в Зенит, хотя слухи, куда только вас не отправляли, от Казани до РФС. Слухи на то они и слухи, отношусь к ним с улыбкой. В настоящий момент я член тренерского штаба «Зенита», помощник Мирчи Луческу. Недавно подписал с клубом новый договор. Представительный разговор с руководством на эту тему состоялся еще весной. Надо было дождаться назначения главного тренера, узнать его мнение на мой счет. Луческу оказался абсолютно не против. Он сам сказал по телефону: срок нового соглашения 2 года. Буду прилагать все силы и знания на своей нынешней работе. Гранада сообщила, что Рачина вылетает в Россию для прохождения досмотра в Рубине. Нападающий Гранады Рубен Рачина пройдет медицинский осмотр в Рубин, информирует пресс-служба испанского клуба. Отмечается, что футболист отправится в Россию, где под присмотром врачей казанской команды пройдет все необходимые тесты. Также в сообщении Гранады подчеркивается, что российский клуб готов выплатить отступные за 25-летнего игрока. Ранее сообщалось, что клаусула Рачина составляет 10 миллионов евро. Форвард является воспитанным в Барселоне прямо сейчас, я вам расскажу. Форвард является воспитанником является воспитанником Барселоны. В его карьере также были Белдерно, Сарагоса и Райо Вильякана. В минувшем сезоне в составе Гранады он провел 38 матчей и забил 6 голов. Сейчас небольшая реклама, после чего мы вновь вернемся в эфир нашего телеканала и продолжим говорить с вами о теннисе и не только. Не переключайтесь.
Итак, ну что ж, мы снова работаем для вас в прямом эфире. В студии Михаил Скворцов. Еще раз повторюсь, здравствуйте. Итак, ну что ж, как и обещал, мы начинаем говорить о теннисе. Россия обыграла Голландию в Кубке Дэвиса. Андрей Рублев, Константин Кравчук в 3 сетах обыграли Матчу Миддлкопа и Робина Хасе. В парной встрече матча Кубка Дэвиса между сборными России и Голландии россияне одержали победу в этом противостоянии. По итогам 3 игр теперь команда Шамиля Торпищева получила право сыграть в плей-офф мировой группы. Следующий соперник России станет известен позднее. Напомню, что когда вы сможете увидеть примерного соперника России на следующий матч. Ну что ж, это вы узнаете уже в следующих эфирах программы, в эфирах нашей программы. Вы узнаете это буквально когда? Уже очень скоро, в общем-то, в следующем эфире. Обязательно посмотрите, не забудьте этого сделать. Напомню, что следующий эфир не будет завтра, но будет в понедельник, когда можете узнать у нас на нашем канале буквально через несколько минут после окончания этой трансляции. Итак, Вибраснатха Траори эффективнее для ЦСКА, чем Муса. Защитник ЦСКА Вибраснатха в интервью израильскому каналу Спорт 5 подчеркнул, что находится практически в оптимальной форме. Также находится уверенность, что новичок армейцев, нападающий Ласин Траори, впишется в игру команды. Несомненно, проблемы, которые у меня были в прошлом сезоне, остались позади, подчеркнул Натха. Я чувствую, что нахожусь в форме близкой к той, в которой я был 2 года назад. Траори, он, безусловно, подходит нам по стилю игры. Мне вне сомнений пишется Мансата. Я также думаю, что благодаря своему стилю игры он более эффективный для ЦСКА, чем Муса. При всем уважении к нигерийцу, Динамо сыграла в ничью с Енисеем Тихоновым. Динамо в матче 2-го тура первенства ФНЛ в гостях сыграла в ничью с Енисеем. Голов в этой встрече забито не было. Московский клуб в 2 встречах набрал 4 очка. Подопечные Андрея Тихонова благодаря этой ничьей набрали 1-е очко. Итак, ну что ж, первенство России, ФНЛ, 2-й тур, Енисей, Динамо. Прямо сейчас, дорогие друзья, вы увидите на своих экранах, вот прямо сейчас появляется как раз таки эта картиночка, вот вы ее, надеюсь, можете сейчас видеть. Давайте посмотрим на нее внимательно, и я вам как раз таки по этой картинке и расскажу. Первенство России, ФНЛ, 2-й тур, Енисей, Красноярск, Динамо, Москва 0-0 счет. Затем Енисей, Вавилин, Чечерин, Кикин, Колев, Чернов, Харитонов, Иванов, Семакин, Ланин, Алиев, Гилаян, Исаев, Кухарчук, Каратаев, Козлов, Динамо, Шунин, Белоруков, Темников, Кузьмин, Терехов, Морозов, Хольмер, Сапета, Зотов, Тихаев, Панченко, Печерь. Предупреждение Чечерин 23, Морозов 34, Печерь 70, Белоян 90 плюс дополнительная минута. Судья здесь был Егоров, Саранская, и напомню, что матч проходил 16 июля, то есть сегодня на Красноярске и на стадионе Центральный. Надеюсь, это вы помните. Итак, мы продолжаем. Лимит может измениться вместо 6 плюс 5 на поле, 10 плюс 15 заявки. Как стало известно, Спорт-Экспрессу из источников близких к РФС,
Руководство российского футбола, премьер-лиги и ведущих клубов обсуждают возможные отмены лимита на легионеров в конкретном матче. Рассматривается схема 10 иностранцев плюс 15 россиян в заявке на сезон. Напомним, что такую формулу РФПЛ предлагала год назад, но тогда исполком РФС утвердил правило 6 плюс 5 на поле в каждой встрече. Окончательное решение еще не принято, пока вопрос находится в стадии проработки. Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза намечено на 23 июля. Итак, переходим немного к грустной теме. Мы с вами вновь продолжаем разговаривать об Олимпийских играх в Рио 2016, которые, к сожалению, для российской команды пока что складываются не очень. Когда еще это, может, между прочим, еще до того, как они начались, они уже начали складываться плохо. Но все же, я надеюсь, что эти игры все-таки для российской команды пройдут хорошо. Прямо сейчас, кстати, вам расскажу, в чем вся чепуха, почему я начал именно говорить об Олимпиаде и почему я стал говорить о группе. США собирается требовать отстранения России от Олимпиады и Паралимпиады в Рио не позднее 26 июля. В распоряжении спорта оказался проект письма, который имеется в редакции Спорт-Экспресс. На сайт вы можете зайти и посмотреть. От руководителя американского антидопингового агентства ЮСАДА Тревиса Тагерта на имя президента Международного олимпийского комитета Мохаммеда Баха, в котором выражается требование исключить Россию из числа участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио. Документ, по всей видимости, должен был быть опубликован во вторник, сразу после публикации в понедельник доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Подобные письма ЮСАДА рекомендует направить МОК, национальным антидопинговым агентством и других стран. Дмитрий Черышев уверен, что Мордовия будет вверху таблицы ФНЛ. Главный тренер Мордовии Дмитрий Черышев после поражения от Спартака 2-0-2, там был счет в матче второго тура первенства ФНЛ, посоветовал на проблемы с реализацией моментов. Также специалист заявил, что Мордовия обязательно будет вверху турнирной таблицы. Что можете сказать по сегодняшней игре? Это такой вопрос журналисты. На что ответил? Могу сказать только одну вещь. Выиграет тот, кто забивает. Мы создали 7 выходов 1 на 1 и не смогли использовать ни одного из этих моментов. Поэтому как можно больше будем работать над данным компонентом и стараться максимально использовать выходы 1 на 1. Простите. Сама игра была равная, даже можно сказать ничейная. Мордовия показывает очень хороший футбол в стартовых матчах, но очков пока нет. Может, команда еще не отошла от вылета из РФПЛ? Я не соглашусь с вами по одной простой причине. Все футболисты, которые сейчас находятся в нашей команде из ФНЛ, они перестраиваются на новый лад, начинают понимать философию игры, перестраиваться пока тяжеловато. Мы собрали совершенно новую команду, ребята играют в другой футбол, интересный, атакующий. Мы задаем много голевых моментов, и единственная наша проблема – реализация. Я уверен в том, что мы будем играть более агрессивный, контактный. У нас обязательно появится результат, и мы будем вверху турнирной таблицы. Я уверен в своих ребятах. Итак, ну что ж, сейчас я вам хочу напомнить, что сотрудничать мы с вами можем, и вы с нами можете по почте michael.lv@gmail.com. Почта указана сразу в описании этой трансляции, и вообще вы можете посмотреть в прошлых видео, почта есть. Поэтому пишите нам, будем рады с вами сотрудничать. Ну а пока у нас небольшая реклама, после чего мы вновь вернемся в эфир нашего телеканала и продолжим с вами говорить о новостях, которые у нас есть для вас, кстати, самые интересные, и поговорим о матче «Спортинг Зенит». Вам будет, дорогие друзья, 100% очень интересно, поэтому не переключайтесь.
Мы снова Итак, ну а мы продолжаем с лучшим результатом. В сезоне квалифицировалась в финал соревнований США. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал соревнований в Лас-Вегасе на дистанции 200 метров брасов, показав лучший результат в сезоне. Спортсменка стала первой, проплыв за 2 минуты и 21:41 секунды. Финал состоится сегодня в Польше. Отметим, что эти соревнования стали для Ефимовой первыми с момента снятия с нее дисквалификации за положительные пробы на медозе. Напомню, что в середине июня пловчиха вышла в состав сборной России на Олимпийские игры 2016. Ну и сейчас я предлагаю сделать еще одну небольшую рекламную паузу, после чего вернуться в эфир и подробно поговорить о Олимпиаде. Я вам расскажу, когда наша российская сборная отправится в Рио.
Здравствуйте еще раз. Напомню, что мы работаем для вас, дорогие друзья, в прямом эфире. Продолжаем наш эфир. И как уже я вам обещал, мы с вами говорим о Олимпиаде. Нам стало известно, когда российская сборная отправится в Рио. Сборная России отправится на Олимпийские игры 28 июля. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что основной рейс с российскими спортсменами отправится в Рио-де-Жанейро 28 июля. Ранее сообщалось, что Олимпийские игры отобрались 320 спортсменов без учета легкоатлетов. Заявка будет подана 21 июля. Основная команда вылетит 28 июля чартером, цитирует Россия Спорт Мутко. Кто-то будет готовиться в Португалии, кто-то на Кубе, кто-то в Чили. Каждая команда будет выезжать в Рио-де-Жанейро по индивидуальному графику. Итак, ну что ж, на этом у меня все. Я хочу сказать спасибо всем, кто был сегодня у нас в эфире. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами послезавтра в эфире нашего телеканала СТВ. Спокойной всем ночи. До свидания.